Привет, меня зовут Сергей Александрович Сухомлинов. Образование высшее, специалист по маркетингу, женат, 2 дочки. Маркетингом занимаюсь всю сознательную жизнь. Начинал еще в школе разносчиком буклетов. А сейчас тружусь в должности руководителя проектов и маркетинга в компании, которая занимается производством ингредиентов для пищевой и косметической промышленности. Тема интересная, всегда было интересно что-то полезное доносить до людей, делать это более популярным. А когда тема еще и полезна для общества и для человечества в целом, то это вообще интересно для меня. Ну, основной функционал это донести до клиентов, да и вообще для всех людей, кто заинтересован в здоровом образе жизни, в полезных свойствах продукта, да, какой-то позитивный момент продукта. То есть сама цель – это донести то, что вот, смотрите, у нас есть отличный продукт, которого нигде нет в мире, да, который производится у нас в России, и вы можете им пользоваться и наслаждаться. Такой вопрос, то, что это сделать достаточно сложно, когда есть другие конкуренты, когда есть подмены понятий, это сложнее. Но в этом и заключается мой функционал, то есть донести понятным языком, понятными образами те преимущества продукта, которые есть у моей компании. Давайте я объясню. Наверное, специфика маркетинга – это, она заключается в том, чтобы показать преимущества определенного продукта. Вот на примере моего продукта, да, можно говорить о том, что коллаген известен всем, но никто не вдается в суть. А что такое коллаген? Да, у коллагена есть как минимум 3 формы. Да, это коллаген как вещество базовое, да, то есть это определенная структура, неразрушенная, да, натуральная. Есть гидролизованный коллаген, который всем известен, который потребляется в огромных количествах, но это, по сути дела, разрушенная структура коллагена до определенных аминокислот, и которая благодаря, опять же, маркетингу на нее перенесли определенные свойства продукта, да, коллагена. И она воспринимается всеми как коллаген, но это не коллаген. Есть пептиды коллагена, да, это еще одно состояние коллагена, которое, опять же, да, за счет свойств маркетинга, за счет того, что вот оно трендовое и все остальное, оно воспринимается людьми. Но мы же, как потребители, как люди, хотим получить те свойства, которые несет в себе продукт. Когда мы говорим о том, что вот коллаген имеет определенные свойства, но эти свойства имеет тот коллаген, который определенной структуры. Допустим, там у него есть тройная хелиса, у него есть определенная форма, структура. И
по этой структуре можно определить тип коллагена, соответственно, какие-то свойства, которые он для организма человека несет, и все остальное. Когда мы говорим про другие химические варианты коллагена, да, это гидролизованный коллаген, да, то есть структура разрушенная, да, обрывки аминокислот и все остальное, да, мы не можем переносить те базовые свойства, которые есть у изначального коллагена. То же самое про пептиды, да, это еще, да, одна форма коллагена, которая, не может нести свойства базового коллагена как вещества. Уникальность в том, что как натуральное вещество, которое природное, которое не синтезированное, не обработанное, да, не разрушенное, а с сохраненной структурой и свойствами, оно для организма человека полезно как в виде, там, допустим, пищевой добавки, так и при применении в каких-то там косметических средствах и остальном. Источник нашего коллагена – это моллюск Досидикус гигас, это гидробионт, это кальмар, который вылавливается в водах Тихого океана, Перу. Очень интересная особь, да, которая изучалась там еще советскими учеными. Чем она интересна? Она интересна тем, что, во-первых, этапы эволюции, да, то есть это существо древнее там, акулы и остальных, да, видов, которые признаются долгожителями на нашей планете. А помимо всего этого, оно еще и регулирует свою популяцию, да, то есть это тот ресурс, который самовосполняется. Не буду вдаваться в подробности, но, условно говоря, его популяция, то есть и вылов этого моллюска не влияет на его популяцию. То есть он сам себя, да, там, держит в рамках определенной численности, сам регулируется, и за счет этого мы можем говорить то, что, используя это сырье, мы не наносим вред нашей планете. Мне бы хотелось, чтобы люди с большей осознанностью подходили к выбору продуктов, которые они используют, будь то это какие-то пищевые добавки, какая-то одежда, там, неважно, путешествия. Почему? Потому что я вижу, что век потребления уходит в закат, и люди больше думают о том, что действительно для них полезно, нужно и эффективно. И несмотря на то, что тренд на потребление, он будет жить какое-то время, все равно люди все больше и больше, особенно молодежь, смотрят на то, что нужно им сейчас и потребуется в дальнейшем. Четко могу сказать, что маркетинг развивается, нужно постоянно быть в рынке, понимать особенности, понимать статистику. Не всегда это удается в полном объеме, по той простой причине, что есть оперативные какие-то задачи, в которые ты погружаешься и какие-то новинки просто не воспринимаешь из-за какой-то кучки. Мне кажется, это свойственно любой работе. И, то есть основной принцип специалиста, да, профессионала, это постоянное развитие. Не могу сказать то, что я идеальный маркетолог, да, но я стараюсь смотреть по сторонам, смотреть за теми лучшими какими-то решениями, которые есть на рынке, стараться их адаптировать, применять на свою сферу. Потому что принципы маркетинга, они работают не только
той сфере, в которой я сейчас работаю. Но везде рынок, он один и тот же, есть свои какие-то нюансы. Есть такая отличная фраза: где родился, там и пригодился. Наверное, только в 39 лет я начинаю понимать, всеми фибрами души осознавать, насколько это правильная фраза. В текущей ситуации все непросто. Мы, конечно, всегда смотрели на Запад. У нас постоянно, то есть у нас действительно все знания о рынке сформированы благодаря западной конъюнктуре, западным знаниям. Наверное, какая-то российская школа маркетинга, она, может быть, и существует, но она все равно всегда действовала с оглядкой на те принципы, которые в западных учебниках, которые были переведены, и мы по ним учились и используем. Все новинки, все разработки, все то, что появляется у них через какое-то время или почти единомоментно появляется у нас. Работать нужно там, где ты живешь. Развивать нужно то место, где ты живешь, свою семью, где она у тебя находится. Чтобы не случилось, надо жить здесь, развиваться здесь, потому что все, что нам видится в недалеком или далеком будущем, оно связано с нашей страной, с нашей семьей.